Теперь мы с вами измеряем вот этот будущий вход в карман. Я измеряю от бокового среза до выточки. У меня получается ровно 13 сантиметров. Теперь мне нужно с этой стороны и с этой стороны добавить как минимум по 3 сантиметра. То есть получается, если у меня 13 плюс 6, 19 сантиметров, это минимальная длина полосочки ткани для обтачки рукава. Шириной обтачка должна быть, наверное, не меньше 5 сантиметров. У меня вот такая полосочка ткани. Я отрезала 20 сантиметров, лишнее потом срежу. И шириной у меня 6 сантиметров. Сразу заутюжила пополам. Теперь беру свой вход в карман. Так, беру мелочек, беру булавочки. Прикладываю вот так, таким образом, чтобы у меня по 3 сантиметра здесь оставался как хвостик. От бокового среза, вот у меня боковой срез, и вот у меня выточка. Так, прикалываю к срезу. Прикалываю, все выравниваю сейчас. Так, здесь тоже все выравниваю. И теперь смотрите, вот у меня метка я поставила боковой срез. От бокового среза дальше я буду строчить на 1 сантиметр. Вот он, меточка, вот она. И от выточки, опять же, дальше я буду строчить на 1 сантиметр. И от этой метки до этой метки, получается в моем случае уже 15 сантиметров, мне нужно прострочить прямую линию вот так, прямую строчку, на расстоянии 1 сантиметра от среза. То же самое мы делаем на другом кармашке. Теперь я вырезаю 4 полосочки ткани. Сейчас расскажу зачем, для чего. 4 одинаковых полосочки ткани. Длиной полосочка 20 сантиметров. Шириной полосочка у меня 8 сантиметров. Это для того, чтобы в готовом виде у меня клапан кармашка был 6 сантиметров. Значит, у меня 4 детали. У меня будет клапан двойной, вот так, да? И мне нужно сейчас сшить между собой с 3 сторон клапаны. Мне нужно, чтобы мой клапан был на 2 сантиметра больше, чем вход в карман. Вход в карман у меня 13 сантиметров, значит клапан будет 15 сантиметров. Если у меня полосочка длиной 20 сантиметров, а мне нужно 15, значит 5 сантиметров мне нужно убрать. То есть по 2,5 сантиметра я убираю с этой стороны 2,5 сантиметра и с этой стороны 2,5 сантиметра. Вот так провожу прямую линию здесь, прямую линию здесь. Расстояние здесь одинаковое, 2,5 сантиметра. И здесь я провожу 1 сантиметр. Кстати, вот эти уголочки мы можем с вами скруглить. Это по желанию. То есть, если вы хотите, вы можете их скруглить. Итак, мы с вами сейчас строчим по этой линии. Кто-то захочет квадратный клапан с острыми уголочками, кто-то с закругленными. То есть, это дело каждого. И то же самое мы с вами делаем со вторым клапаном. Вот так я прошила по намеченной линии. Вот здесь я решила сделать закругленные края. И теперь мне нужно срезать лишний припуск. Я оставляю примерно 0,5-0,7. Много не срезаю, потому что у меня ткань сыпучая. Не хочу неприятностей, чтобы здесь какие-то были дырочки или еще что-то. В общем, ненадежная у меня ткань, поэтому я оставляю примерно 0,5-0,7. Теперь беру ножнички. Необходимо, чтобы ножнички были хорошо заточены. И смотрите, вот в этих уголочках, примерно сантиметра 2-2,5, мне нужно сделать надсечки. Я буду делать надсечки вот такие угольником. Вот так. Уголочком буду высекать.
Надсечки нужно сделать так, чтобы не доходило до строчки примерно 2 миллиметра. Между надсечками я практически не оставляю никакого расстояния. Вот прям вот надсечка. Зубчиками вот так вот высекаю. Вот так, видите? Вот такими зубчиками я высекаю только на закруглении. Примерно 2-2,5 сантиметра. Я имею в виду вот это вот расстояние, примерно 2-2,5 сантиметра. Готово. Теперь можно вывернуть, хорошенечко расправить и заутюжить. И вот такой получается симпатичный клапан. Сейчас у меня шириной ровно 15 сантиметров, высотой 7 сантиметров. 1 сантиметр у меня будет пришиваться к входу в карман. Теперь мы с вами берем платье, беру клапан, вот таким образом прикладываю клапан к срезу кармана. Смотрите, вот здесь у нас от бокового среза мы отступаем 1 сантиметр. Я вот так прикалываю клапан. Здесь все хорошо видно, просматривается. От выточки я также отступаю 1 сантиметр. Прикалываю клапан. Да, лучше, наверное, вот так булавочки приколоть. И теперь прикалываю клапан по всему срезу кармана. Обратите внимание, вот это у нас верх, вот это низ платья. Мы прикалываем именно вот таким образом. И сшивать мы будем, опять же, на расстоянии 1 сантиметра от начала до конца. Сшиваем, здесь обязательно делаем закрепки. Здесь тоже, я не помню, говорила или нет, здесь тоже необходимы будут закрепки. И то же самое я делаю на другом кармашке. С клапаном все хорошо, я его оставляю. А по поводу обтачки я решила все-таки сделать ее меньше. То есть я сейчас ее отпорола, срезала вот здесь сантиметр. Вот с этого краю сантиметр срезала и пришила заново. То есть вот здесь у меня сама обтачка, когда мы ее сейчас вот так с вами подвернем, то есть она у нас будет выглядеть в готовом виде именно вот так. Вот так, да? То есть она у нас не должна превышать 1,5 сантиметра. Ну, иначе просто, смотрите, вот так у нас будет клапан закрываться. Иначе просто будет неудобно засовывать руку в карман. Ну, я, в общем, решила ее отпороть и сделать чуть меньше. Заново ее пришила. Здесь и здесь сделала закрепки. И теперь мне нужно высечь уголочки. Высекаю уголочки именно с лицевой стороны, чтобы я видела, куда и чего мне высекать. Смотрите, вот у меня здесь заканчивается строчка, вот она. Все точно, все ровно. Вот здесь у меня заканчивается вырез, разрез кармана. От этого разреза к этой вот строчке, вот сюда в край, я должна сделать надсечку, не доходя до строчки примерно 1 миллиметр. Так, теперь отодвигаю вот этот припуск, вот этот, и опять же до вот этой строчки от разреза я делаю надсечку. Так, то же самое я делаю с этой стороны. От вот этого выреза к строчке. Строго-строго к строчке, это обязательно вот так, да, не разрежьте больше, то есть будет неприятность. Далее здесь. Теперь мы с вами обтачку выворачиваем внутрь, вот так. Расправляем. Просто чтобы вы видели, как это должно выглядеть.
клапан у нас остается на лицевой стороне. А обтачку, припуск обтачки мы с вами вот так подворачиваем наизнанку. То есть у нас получается вот такая будет картинка. Клапан будет сверху. Вот так. Если мы приподнимаем клапан, у нас получается вот она обтачка. Но это еще не все, конечно же. Нам необходимо, во-первых, сделать то же самое со вторым кармашком. И теперь нам необходимо подумать о мешковине кармана. Конечно, хорошо бы, идеально было бы сделать мешковину из той же ткани, из основной. Потому что у нас нет подкладки, и чтобы было все красиво, эстетично с изнаночной стороны, нужно, то есть желательно сделать из той же ткани. Но, к сожалению, у меня остались очень-очень мелкие остатки, ткани нет. У меня мешковина кармана будет вот из такой подкладочной ткани. К сожалению, да, у меня нет даже подходящей подкладки по цвету, поэтому я выбираю телесного цвета подкладочку. И мне теперь нужно для одного кармана вырезать 2 детали мешковины. Либо можно сделать вот так, чтобы здесь не было шва. То есть мне нужно определиться, какой глубины мне нужна мешковина, и шириной я буду делать вот как обтачка у меня. Вот такой ширины у меня будет мешковина. Здесь у нас будет припуск на шов как раз вот здесь и на немножко на свободу. Значит, смотрите, у меня вот эта обтачка 20 сантиметров. Значит, мне нужно... Так, что насчет глубины? Ну, я не думаю, что для рубашки нужно большой карман нужен. Значит, я сделаю сколько? Ну, пусть будет также 20 сантиметров. 20 сантиметров. Обратите внимание, у меня в 2 сложения сложена ткань. Я так решила, что у меня не будет нижнего среза. Так, я сейчас булавочками заколю, чтобы у меня не разъезжалась подкладочка. Сейчас провожу верхний срез, вот так провожу прямой строчкой. Убираю, здесь у меня кромочка, тоже буду срезать. И уже от этой линии мне нужно отложить 20 сантиметров, то есть это ширина моей обтачки вот этой. Так, 20 сантиметров откладываем сюда, 20 сантиметров сюда. У вас же это будет свое число у каждого. И вырезаю прям вот так двойную мешковину кармана. За счет, конечно, швов глубина кармана и ширина кармана будет чуть меньше. Поэтому, если вы хотите, чтобы она была шире, делайте больше. Шире и глубже. Учитывайте припуски. Так, убираю булавочки. Теперь мне нужно... Так, разворачиваю мешковину. Теперь мне нужно, убираю булавочки отсюда, то есть мне уже они будут мешать сейчас, пока они здесь не нужны. И теперь мне нужно пришить к обтачке мешковину. Обратите внимание, как я раскладываю. Вот у меня изнанка. Вывернула обтачку вот так, наизнанку. Вот он у меня срез. Беру мешковину и прикладываю именно вот так, кверху, срез к срезу. Сшивать я буду на оверлоке. Тем самым я закрою сразу срезы, спрячу, чтобы у меня не махрилось тут ничего. И обязательно буду строчить закрепочную строчку под оверлочной строчкой. Ну, чтобы уже не было неприятностей в будущем. Кстати, вот этот карман как раз он и есть не рубашечный, а пиджачный. Я говорила, да, что я смешала несколько видов изделий. Платье, рубашка и еще и пиджак. Так вот, этот карман как раз и будет, и есть пиджачный. Смотрите, видите, как будет у нас красиво все смотреться. Несмотря на то, что карманом будет прикрыт срез, его все равно, конечно, лучше закрыть на оверлоке. Либо на оверлоке, либо биечкой, то есть как вам удобно. Далее мы с вами будем пришивать. Вот так я вытаскиваю. Видите, вот здесь у меня начинаются припуски, да?
моего клапана. И также я буду пришивать вот сюда. Только у меня уже здесь будет припуск, то есть вот здесь будет свободная мешковина. Также я буду пришивать уже к клапану. И обычно этот карман, так как он пиджачный, жакеты обычно делаются, шьются на подкладке, то есть этот карман прячется под подкладкой, поэтому он практически, ну, вообще в принципе не обрабатывается, вот эти срезы не обрабатываются. У нас же это платье-рубашка, то есть у нас не будет подкладки, поэтому мы с вами стараемся здесь все это закрывать. И вот смотрите, у меня тоже получается, что вот здесь можно будет прошить оверлочной строчкой, оверлоком, и обязательно делаем закрепочную строчку рядом. И то же самое я делаю со вторым кармашком. Уже показывать не буду, сделаю за кадром. У нас не будет подкладки, поэтому мы с вами стараемся здесь все это закрывать. И вот смотрите, у меня тоже получается, что вот здесь можно будет прошить оверлочной строчкой, оверлоком, и обязательно делаем закрепочную строчку рядом. Сейчас строчим, после этого мы с вами сшиваем вот здесь. Сейчас строчим и дальше покажу, что делать. То же самое делаем со вторым кармашком. Я уже показывать не буду, все это повторять. Сейчас строчим, и то же самое я делаю со вторым кармашком. Уже показывать не буду, сделаю за кадром. Итак, готово, пришила. Теперь вот здесь нам нужно попотеть. Смотрите, вот здесь у нас есть уголочек. Мы здесь срезали вот так уголочком, да? И вот этот уголочек нам нужно пришить к обтачке и к мешковине. И здесь, и здесь. Я уже пришила, потому что ткань у меня, видите, очень-очень махрится, очень сыпется, поэтому просто было некуда ждать. Значит, смотрите, вот она моя обтачка, пришитая с мешковиной с одной стороны, и вот она мешковина с другой стороны. Мне нужно вот так, чтобы мешковина, во-первых, вот здесь припуск у меня на 1 сантиметр заложен сюда, на эту сторону. Здесь уже, то есть вот так, на 1 сантиметр от обтачки, выше обтачки выглядывает. И вот таким образом мы с вами либо скалываем булавочками, либо делаем наметку. И вот здесь мы с вами вот этот уголочек, вот он уголочек, прострачиваем. Конечно, хотелось бы, желательно бы здесь еще сделать какую-то клеевую, чтобы в дальнейшем не распускалось, да, этот уголочек не распустился. Ну а сначала мне нужно застрочить вот эти срезы, боковые срезы карманов. Я решила, что строчить я здесь буду вот так. То есть вот здесь от шва, вот где мы пришивали уголочек, я отложу примерно 1-1,5 сантиметра и на этом расстоянии буду вот так строчить. То же самое здесь. Тем самым мы с вами закроем срезы и сошьем кармашек. Сделаем здесь еще закрепочную строчку. Ну, на всякий случай, чтобы не было неприятностей при носке, да, чтобы у нас не разошлись кармашки. И после этого, вот в этом месте, где у меня эти уголочки, я все-таки, наверное, либо сухим клеем проклею, у меня есть термоклей специальный, либо паутинкой, чтобы вот эти уголочки не махрились. Термоклей, покажу вам, вот такая баночка, термоклей, сыпучий порошок, его немножечко насыпаем вот так на уголочек сверху и под уголочек. И вот так прикладываем, придавливаем утюгом горячим. То есть он хорошо приклеится и не будет никаких неприятностей. Термоклей, он так и называется, текстильный термоплавкий клей. Я его покупала в интернет-магазине Hobby Market. Возможно, где-то в других местах тоже есть. Вот такой вот 15 грамм. Может быть, найдете в других магазинах. Ну, либо, как я уже сказала, возможно, это паутинка или какой-то другой клеящийся материал. В общем, застрачиваем уголочки и сейчас закрываю, уже заканчиваю карман. Значит, вот здесь у меня карман уже готов. Единственное, что осталось мне его отутюжить. И дальше
обязательно делаю отстрочку по верху клапана. Видите? Вот почему я говорила, что хорошо бы, конечно, чтобы подкладка была из той же ткани. Видите, когда клапан поднимается, здесь виднеется подкладочка, виднеется карман. Ну, я думаю, что ничего страшного. Конечно, если вы делаете на заказ, то лучше докупить ткань. Я же, как всегда, тороплюсь и для вас, и девочке хочется в отпуск отправить уже в новом, как говорится, платье, с новым платьем в чемодане. Делаю здесь отстрочку, заканчиваю кармашек и продолжаем дальше.